мира наизнанку. Такой масштабной экспедиции мы еще не затевали никогда. В 2 раза больше эмоций. В 2 раза больше приключений. Работенка нам предстоит, ого-го. Включайте. О, вот это круто! Мы покажем вам сразу 2 страны. Шокирующий Эквадор О, Господи, это настоящий кошмар. и сказочно богатая Колумбия. Мы в городе сокровищ. Говорят, здесь можно разбогатеть. Изумруды валяются под ногами. Люди набрасываются на породу. Мы раскроем еще больше тайн. Смотрите, вот копья кладут в багажник, они уезжают через черный ход. Какая-то спецоперация. И окунемся в 2 совершенно разных мира. Это все влияние драгоценностей. Они ослепляют. Эквадор испытает нас на прочность. Горная болезнь начинается. Головокружение, одышка. Ой. Позволит прикоснуться к смертельным реликвиям. Это женщина? Ой, кошмар. А Колумбия покажет свою изнанку. Здесь в Колумбии кто-то верит в Бога, а кто-то в дьявола. И все эти люди живут в одной стране. Мы познакомимся с народной звездой Эквадора Попробуем пообщаться. Со звездами общаться тяжело. и развеем мифы о самом известном колумбийце – Пабло Эскобаре. В годы Пабло Эскобара была не только кокаиновая война, но и изумрудная война, в которой погибало очень много людей. Бросим вызов стереотипам. Вы действительно серьезно готовы пойти на такое испытание? Но уверена, это будет незабываемо. И решимся на отчаянные шаги. Мне сейчас страшно. Не стрелять! Не стрелять! Попытаемся установить мировой рекорд на вулкане. Никто не может дать никаких гарантий, никаких прогнозов. Идем дальше. Погода хуже не придумаешь. Впереди нас ждут настоящие приключения. Настоящий мир наизнанку. А прямо сейчас мы снова в непредсказуемом, диком и безумном Эквадоре. Вау. Инопланетный пейзаж. Такого вы не увидите больше нигде. Каждый из вас наверняка хотя бы один раз слышал о легендарных племенах охотников за головами. Люди, которые отрезают и высушивают головы и собирают их в своих коллекциях. Это здесь. Это в Эквадоре. 4 часа утра, город Сукуа, эквадорская Амазония. Сегодня мы покажем вам, я очень на это надеюсь, один из самых удивительных и страшных обрядов, которые существуют не только в Эквадоре, не только в Южной Америке, но и, возможно, на всей планете. Вы наверняка видели сушеные человеческие головы в художественных фильмах. Но далеко не все задумывались, что это совсем не художественный вымысел. Такие головы действительно существуют в реальном мире. Их называют санса. Умением их изготовить всегда славилось воинственное индейское племя шуаров. К этим охотникам за головами мы сейчас и направляемся. Только почему мы не в джунглях, а посреди города, спросите вы? Дело в том, что сегодня племя шуаров уже современное. Оно живет тут в таком городе. Нам стоило невероятных трудов, очень больших ресурсов, чтобы найти людей, которые хранят настоящие, не фейковые головы. У шуаров всегда существовала жуткая традиция – отрезать голову убитого врага и делать из нее уменьшенный талисман. Считалось, что вместе с головой воин получает силу и способности убитого противника. Нередко шуары целенаправленно охотились за конкретным человеком, если тот обладал выдающимися качествами и умениями. Индийцы и сегодня практиковали бы эту шокирующую традицию, если бы в какой-то момент с сушеными головами не начали активно торговать. Богатые люди в Европе собирали у себя в гостиной целые коллекции. За ними началась настоящая охота, их стали выкупать. Со временем головы стали настолько дорогими и востребованными, что действительно в племенах стали стараться убивать как можно больше, чтобы иметь как можно больше сырья. Стало понятно, что очень много людей гибнет только ради того, чтобы их голова оказалась в частной коллекции. Запретили это и в Перу, и в Эквадоре в 1930 году. Но негласно, как минимум до 50-х годов прошлого века головы продавались. Говорят, что и сегодня можно найти, но
Основная особенность в том, что когда начался этот сумасшедший спрос, пошло изготовление так называемых фейковых голов из обезьян, из ленивцев, из кожи других животных. Поэтому на сегодняшний день более 90% голов в мире поддельные. Настоящие тщательно охраняются в немногочисленных музеях или тайных коллекциях миллионеров. Сегодня цена одной цанца доходит до $100 тысяч. Но даже имея такие деньги, отыскать настоящую голову очень сложно. И чтобы увидеть их, важно пройти какие-то особенные ритуалы, иначе нам их просто не покажут. Нам сказали, что это большая честь, особый эксклюзив, и эти головы очень много лет никому не показывали. В общем, друзья, история очень запутанная. Ничего сказать заранее не могу, сейчас все увидим сами. Нас почему-то попросили приехать в Федерацию шуаров, к их президенту. Что произойдет, я не знаю. Подожду, пока нас пригласят. Мы очень долго договаривались. Почему-то нам сказали сюда приехать ночью. Что происходит, я не понимаю. Где эти головы, я не знаю. Сейчас вместе будем разбираться, но на самом деле только здесь у нас с вами есть шанс увидеть настоящие головы. Buenos días. Можно заходить? Добрый день, как вас зовут? Хуан Боско, шаман. Мы попали в современный офис с компьютерами и сейфом. Но собрались тут индийцы в традиционной одежде, которую принято одевать только по особенным поводам. Очень необычно. Buenos días, сеньора. Это наш бухгалтер. И сразу же, прямо в бухгалтерии, начинаются какие-то ритуалы. А что это? Расскажите, пожалуйста. Табак. Он даст нам сил, чтобы мощность голов не повлияла на нас. Что значит мощность голов на нас не повлияла? Внутри голов духи убитых воинов. Очень мощная энергетика. Шуары верили, что изготовив санцу из головы убитого врага, можно запереть в ней его душу, чтобы она не смогла преследовать убийцу и мстить ему. Верили, но все равно боялись. Особенно, когда речь шла про головы лучших воинов племени. Современные шуары не исключение. Они давно живут в городах и работают в офисах, но все еще верят, что духи внутри человеческих голов невероятно сильны. И если не вдохнуть табак перед тем, как брать головы, можно очень серьезно заболеть. Это как ритуал, да? Да, для защиты. Очень жесткий табак. Напоминает рапе. В Бразилии я пробовал сухой рапе у индейцев, и вот так же било в мозг. Да, это что-то похожее, но в виде жидкости. Очищает голову и нос. Ужас. Вдохнуть должны все. Вот наш переводчик тоже вдыхает. Работа в мире наизнанку тяжелая. У всех, у переводчиков в том числе. Очередь Сани. Второй оператор тоже вдыхает табак. Хорошо пошло? Капец. Друзья, невозможно объяснить, зачем это нужно. Почему это происходит в офисе? Мы проходим подготовку. Вдохнули табак, теперь нужно взять копья. Но перейти к копьям мы не успели. Ой, можно я выйду в туалет и на улицу? Туалет в конце коридора. Извините, друзья, совсем плохо. Баня, баня. Фух. Не добежал до туалета. Рвота началась. Хорошее начало съемочки. Вчера, когда мы приходили сюда и договаривались о том, что это произойдет, нас предупредили ни в коем случае не завтракать. Ночью не должно быть секс. Мы все посмеялись, что мы в экспедиции вдали от семьи очень давно, и вариантов нет. Пацаны, тоже плохо? Да, возмущивает. В общем, какой-то трэш, друзья. Тем временем в бухгалтерию пришли другие шуары, и подготовка продолжается полным ходом.
Нам после табака стало плохо, а они к подобным ритуалам привыкли. Нужно обязательно еще и покурить табака, чтобы усилить защиту. Все эти действия не случайны. Шуары верят, что табак отгоняет злых духов и часто используют его в различных обрядах, в том числе и ритуалах исцеления. Мы показываем головам воинов, что мы тоже воины. Народ шуаров – это множество разразненных групп и кланов, которые часто враждовали между собой и вели кровавые войны. Вот и получается, что врагами шуаров были по сути их же соплеменники, а значит головы врагов – это не только талисманы с мощной энергетикой, но и память о предках своего народа. Подождите, мы находимся в вашем офисе. Здесь компьютеры, сейфы, здесь кабинеты. Почему мы здесь проводим этот обряд? Раньше это все всегда было, я так понимаю, в лесах где-то. Даже прикоснуться к головам без ритуала защиты нельзя. И раз уж головы хранятся у нас, в офисе Федерации, то и обряд нужно проводить здесь. Вот, друзья, особенности современных времен и современных племен. Головы людей хранятся в сейфе в бухгалтерии. Это что-то невероятное. Сейчас будем открывать сейф. Но сначала нужно произнести молитву. Глубокая ночь, офис, бухгалтерия. Индейцы стоят и молятся. Перед сейфом. В реальность происходящего верится с трудом. Мы просим разрешения у этих воинов взять их головы. Сейф открывается. Открывает его бухгалтер. Друзья, это просто уникальный момент. Внутри сейфа главное сокровище племени шуаров – коробка с головами Цанца. Возможно, последними настоящими головами в этом регионе. Их достают не сразу. Сначала окуривают и окропляют табаком. Возможно, для вас это сейчас выглядит странно, но действительно нет другого варианта посмотреть на головы. Только здесь, только в офисе и только пройдя такой ритуал. Такое чувство, что шуары очень сильно боятся содержимого сейфа. Все обряды исполняют настолько дотошно, что это совсем не похоже на формальность. И только после этого из сейфа извлекают, на первый взгляд, неприметный картонный ящик и какой-то пакет. Федерация шуаров. От коробки исходит такой, знаете, запах старости и сырости. Давно вы доставали последний раз эту коробку? 4 года назад. Доставали, чтобы провести церемонию и чтобы поухаживать за ними. Обычно мы никому их не показываем. В этой коробке головы, собранные со всего Эквадора. Это главное достояние народа шуаров. Их не показывают туристам, их не возят по выставкам. Их бережно хранят в сейфе, стараясь лишний раз не трогать и не беспокоить. Сколько здесь голов? 9 голов и 1 нога. Я правильно понимаю, господин президент, что даже вы, будучи руководителем, и ваши коллеги, работая здесь, не имеют права доставать это из офиса без такого ритуала? Никто не имеет права самостоятельно достать головы. Это решение принимает только совет старейшин. Но открывать коробку, похоже, пока никто не собирается. Все, пора идти. Дальше события развиваются молниеносно. Посреди ночи мы уносим из Федерации шуаров их самую главную ценность, главное богатство. Если подлинная Цанца стоит до $100 000, то содержимое этой коробки потянет не меньше, чем на $1 000 000. Вот, укладывают на заднее сиденье машины, просят очень быстро за ними ехать на наших машинах. Смотрите, вот копья кладут в багажник, машины отъезжают. Я так понимаю, для того, чтобы люди не видели, что это происходит. Потому что, скажу вам честно, с нас попросили деньги за этот ритуал. Поэтому, видите, они уезжают через черный ход, чтобы здесь нас не видели. Бежим к машине. Нас догоняют второй оператор и переводчик. Садись рядом, сзади садись. Какая-то спецоперация. Впереди машина еще одного гида нашего из Амазонки, который помогал договариваться обо всем этом. Где-то месяц шли переговоры, даже за деньги нам отказывали. Потом, наконец-таки, удалось их уговорить. Нас попросили сделать очень большой взнос в Федерацию шуаров. И вот назначили этот самый день. Никто ничего не объяснял. Просто делать так, как они говорят. Вот, приезжаем по какому-то мосту в какое-то поселение. Обе машины паркуются. Мы приехали к водопаду Кинти-Банки. Здесь протекает река Сейпа. Эти земли принадлежат старейшине Машу. Здесь мы достанем головы.
В это время сюда не будут пускать никого из посторонних. Все происходит в условиях строжайшей секретности. Несмотря ни на что, шуары относятся к своим реликвиям с необычайным трепетом. И без должных ритуалов защиты не открывают коробку. Пока идут все необходимые приготовления, наступает рассвет. Наверняка когда-то в древности что-то похожее существовало. Раньше, даже перед тем, как показать голову, практиковался обряд аяуаска, который мы с вами испытывали в Бразилии. Все моргает. Аяуаска – это напиток индейских шаманов из специальной лианы. Аяуаску индейцы используют и для общения с духами умерших, и чтобы получить высшие знания о природе. Напиток обладает галлюциногенными свойствами. На самом деле, для нас это не так важно. Нам главное увидеть голову. Поскольку нам предстоит встреча с духами воинов, мы нанесем на лица особый рисунок, как делали наши предки, чтобы отличать в бою своих. Вот торжественно начинается выход. На самом деле, место нереально красивое, фантастическое. Посмотрите. Джунгли, горы. Просто кайф. Головы мы всегда достаем рядом с лесом, на берегу реки или у водопада. Это мощные источники силы. Нужно еще раз вдохнуть табак. О, Господи, еще раз этот табак. Ужасный. Как я это ненавижу. Ой, какая жесть. Это ужас. Если не вдохнуть табак, дух убитого воина начнет тебя преследовать. И тогда точно произойдет что-то плохое. Болезнь, неудачи или ночные кошмары. Даже в наши времена шуары искренне верят в силу голов Цанца и боятся потревожить дух убитых воинов. Поэтому четко выполняют все ритуалы. И еще раз все вместе вдыхают табак. Только после обряда шуары начинают открывать пакет, лежащий на коробке. Вот, настоящая. Кошмар. Видите, какие длинные волосы, черная кожа, связанный рот. Прямо на наших глазах из обычного пакета достают уменьшенную человеческую голову размером с яблоко. Это редчайший, бесценный экспонат. Более того, сейчас мы сможем к нему прикоснуться. Можно рассмотреть? Вы верите, что в этой голове находится дух человека? Конечно. То есть то, что мы сейчас его трогаем, мы не беспокоим его? Я сейчас мысленно обращаюсь к этому воину, выражаю уважение и обещаю хранить его дух. Боже, друзья, честно говоря, мороз по коже, но чтобы убедиться, что настоящая голова, нужно посмотреть на уши. Фальшивые цанцы изготавливают из голов животных. Их ушные раковины сильно отличаются от человеческих. А вот подделать человеческое ухо практически невозможно. Если уши имеют форму, как у человека, то значит это О, Господи, это настоящее. Это точно настоящее, друзья. 100%. Это человеческая голова. Посмотрите на ухо. Еще один фактор, который подтверждает, должен быть сзади разрез. Вот разрез сзади. Вот он. На себе не хочется показывать, но это вот так вот. Друзья, то есть отсюда до шеи разрезалось. Правильно, да? Вот так вот? Да. Разрез делали здесь и здесь. Тьфу-тьфу-тьфу. Ощущения, которые невозможно передать словами, наверное, в полной мере. Я держу в руках голову человека, представителя племени шуаров. Наверняка у каждого из вас возникает вопрос, как человеческую голову уменьшить до такого размера? Расскажите, пожалуйста, какая технология, как это делается? На месте убийства голову отрезают от тела врага, приносят в поселение. Там разжигают костер и используют пепел, чтобы высушить голову.
Буду откровенным. Шуары даже предложили нам показать все шокирующие этапы изготовления такой цанцы в реальности с использованием реальной головы. Обезьяны. Этих животных в Амазонии едят практически все племена. Но мы отказались от предложения, чтобы ради съемки шуары не убили обезьяну специально. А сам процесс постараемся еще проще и понятнее объяснить вам схематически. Чтобы изготовить цанцу, сзади на голове делали разрез от темени до шеи и аккуратно снимали кожу вместе с волосами. Это самая трудная часть процесса. Важно было не повредить лицо убитого, отделяя кожу от мышц. Это требовало хирургической точности и хорошо заточенного ножа. Снятую кожу погружали в кипяток, где она немного усаживалась. Затем разрез на голове зашивали нитью из пальмы матау. Раскаленным камнем обрабатывали будущую цанцу изнутри. После этого в голову засыпали раскаленный песок или пепел. Трясли и начисто выскребывали. Процесс повторяли многократно. Голова постепенно уменьшалась и становилась абсолютно сухой и жесткой на ощупь. Во время уменьшения лицо искажалось, и мастер по сути вылепливал его заново. В самом конце рот скрепляли деревянными колышками или зашивали. После такой термической обработки цанца не портилась и сохранялась долгие годы. Вот, друзья, уже мороз по коже, но это только одна голова. Сейчас покажут остальные. Такого вы не увидите больше нигде. Молитва. К этому моменту я уже потерял счет многократным молитвам и этапам ритуала. Но ради уникальной находки я был готов ждать сколько угодно, слушать пение индейцев и даже вдыхать этот отвратительный тошнотворный табак. Был готов на многое, потому что четко осознавал, что вряд ли возможность увидеть и снять редчайшие, одни из последних на земле настоящих цанца, мне предоставится второй раз. Доставайте. Что вы делаете? Почему вы плюете в него табаком? Для защиты. Тоже, друзья, ухо, которое подтверждает, что все это правда, это не фейк. Тоже связан рот, закрытые глаза, это тоже очень важный показатель. И волосы непропорционально длинные, не потому что у человека были очень длинные волосы. Вот если представить голову обычного размера, можно? Не потревожу я душу? Можно, можно. Господи, прости. Вот длина волос можете представить. То есть волосы были где-то по грудь у человека. Скажите, сколько вам лет? 75. Вы в своей жизни делали такие головы? Нет, мой отец делал. Сколько человек убил ваш отец и сколько голов сделал? Детям такие вещи не рассказывают. Ощущения противоречивые. С одной стороны, глядя через призму журналиста, это восторг. Передо мной артефакты, о которых мечтают тысячи музеев на планете, за которые коллекционеры готовы отдать миллионы долларов. Но с другой стороны, мороз по коже от того факта, что прямо передо мной в ящике фрагменты тел 9 реальных, когда-то живших людей. О, здесь я вижу с татуировкой какой-то. По татуировкам на лице можно определить, что это был сильный воин, вождь племени. Его было очень сложно убить. Можно посмотреть? Ну, уже запах говорит о старости. Запах, вот представьте, что вы залезли в сарай и достали тряпку с чердака, которая десятилетиями там лежала. Вот такой запах. Посмотрите, друзья, нога. А что это за нога? Скорее всего, эта нога принадлежала очень шустрому воину, который быстро бегал. И кто-то, видимо, хотел забрать себе способность быстро бегать. Друзья, начинается дождь, срочно нужно прикрывать. Дождь — это знак силы и мощности. То есть вы считаете, что это они вызвали дождь? Да, Правда это или нет, мы ответить не можем. Но что совершенно точно, бесценные реликвии пора спасать от дождя. Они не должны намокнуть. Более того, они вообще не могли здесь оказаться. Специально, друзья, ради нашей программы президент открыл сейф ночью, вывез. А теперь артефакты нужно срочно спасать. Как минимум, уносить в сухое место. Вот, коробку тщательно накрывают листьями. Сейчас уносят под навес.
Но как только я попросил достать Санса уже в сухом месте, шуары отказались. Мы не сможем больше открыть коробку. Нельзя лишний раз тревожить головы. Это настоящие люди. К такому повороту я был не готов. Крупная сумма президенту, тайная встреча в офисе Федерации, дальняя дорога, столько ритуалов и молитв. И все ради того, чтобы головы закрыли в коробке всего через несколько минут? Спустя пару минут переводчик озвучил мне финальное решение лидера шуаров. Я очень серьезно к этому отношусь. Сейчас мы можем это сделать как бы еще раз. Я согласен открывать коробку, но ждать, пока дождь закончится, не получится. Все, хорошо. Мы теперь досмотрим их уже под навесом. У нас буквально какие-то минуты считанные. Друзья, очень тяжело описать свои ощущения, когда ты держишь в руках такие, не поворачивается язык сказать, экспонаты. Это головы людей. Они жили больше 100 лет назад в этих джунглях. Они ходили голыми. У них были семьи, дети, жены. Они были воинами. Они убивали друг друга. Эти люди убили кого-то, а кто-то убил их. Отрезал голову и по уникальной технологии шуаров сделал вот такие чучела. Только шуары умели делать эти мумии так, что они хранятся столетиями. Очень многие пытались заработать на этом. И, например, в Африке был найден дом, особняк, где тайно делали похожие головы из трупов и продавали в частные коллекции, но они делали их неправильно, поэтому со временем головы сгнивали. Здесь же они хранятся столетиями. Вы знаете историю хоть одной из этих голов? Кто были эти люди? За что их убили? В первую очередь убивали шаманов. Шаманы умели наводить злые чары. Отец рассказывал, что если в каком-то поселении происходил несчастный случай или люди начинали серьезно болеть, все знали, это дело рук шамана из вражеского племени. Тогда клан просил своего шамана определить, кто именно навел злые чары, чтобы убить виновника и отомстить. Но больше всего убивали за неуважение или похищение женщин. Женщин активно воровали, насколько я знаю, даже у ваших соседей в Аране, Тароминане, Тагиере. До сих пор могут убить за то, что кто-то позарился на чужую женщину. Украсть женщину считалось ужасным преступлением. Того мужчину, который воровал чью-то дочь или жену, никто больше не уважал, и все хотели его убить. Шуары верили, что у человека может быть 3 души. Первая – это душа, которая дана при рождении, после смерти она превращается в облако. Вторая душа – это та, которую воин должен заработать в течение жизни. И, в частности, он может украсть душу убитого врага. И третья душа – это душа мстительная, которая появлялась в человеке в момент смерти. И чтобы усмирить эту душу, голову максимально быстро высушивали, чтобы эта душа не вырвалась на свободу и не мстила. Правда это? Это правда. Ритуал нужно было совершить как можно быстрее после убийства. Человек приходил домой с головой, звал всех своих сыновей, и они тоже участвовали в ритуале, чтобы и сам воин, и его сыновья могли получить силу убитого. Вы, наверное, знаете больше всех деталей. Ваш отец сам делал такие человеческие чучела. Что он рассказывал? Отец рассказывал, что если у человека было много голов, все видели и знали, что с этим воином лучше не связываться, потому что он справится с любым врагом. Расскажите про эти экземпляры. Какие из них самые ценные, на ваш взгляд? Вот это, например. Это женщина. Это женщина? Ой, кошмар. А за что убили женщину? Среди шуаров были очень сильные женщины, которые разбирались в лекарственных растениях. Скорее всего, это была очень мудрой, и кто-то хотел забрать ее мудрость. Ее убили? Все эти люди были убиты. Этот ритуал нельзя делать с человеком, который умер своей смертью. А как убивали? Копьями. Друзья, попробуйте посмотреть на эти кадры и ощутить, насколько это ужасно. И как хорошо, что поменялись времена, и мы не живем уже в каменном веке. Это женщина. У нее были дети, у нее был муж, у нее была семья.
Вот ее серьги. Ее убили копьем и сжарили из ее головы вот такое чучело человеческое. И это было массовое явление. Иметь такое чучело дома, такую голову было престижно. Когда это закончилось? В каком году эта традиция ушла в прошлое? В племени моего отца этот ритуал совершали до 1937 года. Это был главный способ завоевать уважение. Сегодня, когда поменялись времена, уже вы живете в больших городах и не воюете. Что вы думаете об этом прошлом? Это было правильно или лучше так, как сейчас? Раньше было лучше. Тогда убивали только по веской причине, чтобы получить мудрость или силу. А сейчас люди убивают друг друга просто так, ради вещей, которые ничего не стоят. Что чувствуете вы, когда держите эти головы в руках? Мы чувствуем власть, могущество и уверенность. Чувствуем, что духи предков шуаров рядом и передают нам силу. А теперь пора возвращать головы в коробку. Обратите внимание, что голову из пакета тоже укладывают в коробку. Какое-то время она хранилась отдельно от остальных. Такое чувство, будто шуары действительно боятся лишний раз потревожить эти головы. И даже сложить Сансу в коробке они не решались, дожидаясь момента, когда появится повод открыть свою племенную сокровищницу. Все, пакуют головы, пакуют, возможно, на очень долгие годы. Теперь, когда в следующий раз эта коробка будет открыта, неизвестно. Вы еще не завернули ногу. Нужно заворачивать? Несмотря на то, что вначале этот обряд выглядел слегка театрально, когда коробка открылась, все сомнения отпали, и стало очевидно, что это настоящие головы. У вас уникальная возможность увидеть то, что пока еще недоступно для широкой общественности. В присутствии всех старейшин мы закрываем коробку с головами убитых врагов, чтобы вернуть ее обратно в сейф. А после встреч с врагами у шуаров была еще одна традиция. Когда заканчивался бой, для тех, кто остался в живых, женщины накрывали праздничный стол. Праздничный стол, потому что остался жив? В честь победы. Вот смотрите, как выглядела типичная еда воина. Запеченная в листьях рыба, потом картошка, юка и запеченные бананы. Если верить открытым источникам, то немногие из шуаров доживали до старости. Большинство из них погибали в молодости. Нет, чем лучше был воин, тем дольше он жил. После такого завтрака пили чичу, и так завершался весь процесс. Как вы думаете, существует вероятность, что сегодня где-нибудь далеко в джунглях кто-то до сих пор еще таким занимается? Если у шуаров возникают сильные споры и разногласия, то по сей день традиция может практиковаться. Но это стараются не афишировать, чтобы не было проблем с государством. Если придут нефтяники, то мы заберем их головы. То есть сегодня вы готовы убить нефтяников, чтобы прогнать их, если вдруг здесь будут нефть добывать? Мы непобедимый народ. За всю историю нас никто так и не смог завоевать. Сложно представить, что еще 70 лет назад традиция хладнокровно делать чучело из голов своих противников была нормой. Сегодня, к счастью, это уже в прошлом. В прошлом, которое нам с вами удалось увидеть, к которому мы прикоснулись. Но в Эквадоре это не единственная возможность заглянуть в историю. Чтобы продолжить изучать то, что уже практически исчезло, мы перемещаемся в другую часть страны. Наша цель находится в эквадорских Андах, у подножия легендарного спящего вулкана Чимбораса. Наверняка многие из вас помнят, что еще в прошлом веке была, например, профессия телефонистки. Женщины, которые занимали эту должность, умело переключали штекеры и умудрялись за 8 секунд соединить абонентов вручную. Без них пообщаться по телефону было просто невозможно. Потом цивилизация, технический прогресс, появление автоматической телефонной связи вытеснили эту профессию. Здесь, в Эквадоре, есть люди, которые еще помнят и даже практикуют другую профессию, которой скоро не станет. И мы сейчас направляемся в Национальный музей города Гуана, чтобы познакомиться с национальным героем. Вот, друзья, музей, здесь история города. Можно увидеть даже настоящую мумию. Мумия настоятеля монастыря из этого города, но она не в центре внимания. Больше всего людей находится вот здесь, возле бронзового памятника. И мы видим, что рядом с памятником стоит мужчина. Похож?
Этот улыбчивый скромный дедуля – настоящая звезда. Фанаты выстраиваются в очередь, чтобы лично познакомиться с ним. Интересно, чем же он заслужил такую народную любовь? Попробуем пообщаться. Со звездами общаться тяжело, они всегда в центре внимания. После сегодняшней беготни по джунглям, честно говоря, болит шея, потому что я потянул мышцы. Но сейчас я покажу классный и быстрый способ расслабить мышцы и привести их в тонус. Включаем. Это вибрационный массажер, который очень удобно брать с собой в путешествие. Занимает минимум места. Сейчас, друзья, люди закончат фотографироваться, и мы познакомимся без преувеличения с национальным героем Эквадора. Мое почтение, здравствуйте. Здравствуй, добро пожаловать. Меня зовут Бальтазар Ушка. Я ледоруб. Ледоруб – профессия, которая еще 30 лет назад была абсолютно обычной для этих мест. Десятки мужчин, женщин и даже детей поднимались на склоны главной вершины Эквадора, чтобы принести оттуда лед. Друзья, этот человек всю свою жизнь поднимался на вот этот вулкан, на Чимбораса. Его называют последним ледорубом, представителем исчезающей профессии. Сегодня из целого поколения ледорубов остался только Бальтазар, которому помогают несколько его родственников. Скажите, пожалуйста, а этот лед, чем он такой особенный? Это самый чистый натуральный лед, который только можно найти. Я смотрю, сколько вокруг вас людей, вы настоящая суперзвезда. Вы это ощущаете, осознаете? Да, меня много куда приглашают. Я ездил по всему Эквадору и даже в США был. Я туда на самолете летел, без полиции, без пробок и без поворотов даже. Только прямо. Вам понравилось в Америке? Да, там такие дома большие и машины. Все большое. И комаров нет. А кто вас пригласил сюда на работу? Как вы здесь оказались? Меня приняла сюда директор музея. Я здесь уже больше 5 лет работаю. Вам платят зарплату? Или это волонтерство? Да, платят $500 в месяц. По меркам Эквадора очень неплохая, крутая зарплата за то, что человек не играет роль, а представляет самого себя. По выходным Бальтазар работает по сути живым экспонатом, рядом с памятником, который ему поставили при жизни. Разрешите с вами сфотографироваться? Вот видите, байкеры фоткаются в своем стиле. То есть поклонники всех возрастов. Такие разные люди подходят пожать руку. Мы мотоклуб из Амазонии. Мы приехали сюда специально, чтобы познакомиться с вами. Вы пример для других мужчин и гордость нашей страны. Берегите себя. Спасибо, друг мой. Мне очень приятно это слышать. Пример настоящей искренней любви, народной. Буэнос диас. Меня Дима зовут, вас зовут как? Байкер. Байкер? Просто байкер. А вас? Хайо, Вилло, Мигель. Вы проехали огромное расстояние из Амазонии, чтобы пожать руку этому человеку. Откуда вы про него узнали? Этот человек – звезда. О нем рассказывали многие СМИ. В таком почетном возрасте, в 77 лет, продолжать ходить в горы и делать свою работу заслуживает уважения. Мало кто на такое способен. В общем, настоящий мужик. Да, именно так. Очень приятно, что людям интересно мое дело. Приезжают из разных мест, расспрашивают. Даже домой приходят. Вы тоже можете прийти. Можно к вам домой? Да, конечно. А у вас есть дома лед? Есть. Если хочешь, можем даже вместе подняться на ледник. До 19 века Чимбораса считалась высочайшей вершиной на планете. Ее высота – 6263 метра. Сегодня она очень известна и популярна среди альпинистов всего мира. Это непростая гора, которая требует серьезной подготовки. Но для Бальтазара она всю жизнь была ежедневным рабочим местом. На следующее утро мы отправляемся в гости к знаменитому ледорубу. Вообще, как появилась и почему стала исчезать профессия ледоруба? Дело в том, что раньше холодильников не было, и продукты, которые портятся, хранили в подвалах и обкладывали все вокруг льдом, либо в ящиках со льдом. Поэтому услугами ледорубов пользовались абсолютно все. Это была массовая и очень популярная работа. Но с появлением холодильников профессия ледоруба, естественно, ушла в прошлое. Сегодня эта профессия живет только за счет того, что ее поддерживает Бальтазар и его семья.
Они по-прежнему добывают немного льда и продают на местном базаре для коктейлей и соков. Но как долго 77-летний дедушка еще сможет этим заниматься, не знает никто. У нас сегодня уникальная возможность вместе с человеком-легендой подняться на вулкан Чимбораса и посмотреть, как добывается хрустально чистый лед. Мы подъезжаем к дому Бальтазара, где нас уже встречают главные помощники легендарного ледоруба. Его семья. Итак, друзья, дочка человека-легенды Кармита, его зять Хуан и внук легенды Эдисон. Приятно познакомиться с такой семьей. Большая честь, что вы берете нас с собой. Нам тоже очень приятно. Давай я тебя угощу, как у нас принято. Это что, это вы хотите, чтобы я с утра накатил? Это легкий напиток с апельсином. Сейчас посмотрим, что с утра пьют здесь в горах. Салют! Салют! Ждем главного героя и готовимся. Чай. Друзья, я еще никогда так с утра не пил чай. Ну что, погода благоприятствует, Чимборас открыто. Да, сегодня отличный день для добычи льда. Супер. Важно отметить, что Бальтазар уже давно не ходил за льдом сам. К сожалению, возраст постепенно берет свое. Поэтому последние несколько лет его основным местом работы стал музей. А на вулкан чаще стал ходить его зять Хуан. Бальтазар обучает его всем тонкостям работы ледоруба и надеется, что Хуан не бросит и продолжит дело его жизни. Доброе утро! Буэнос диас! Человек-легенда. Как раз про вас говорим. Как ваше настроение перед походом? Все отлично. Сколько вы не были там уже? Последний раз ходил перед началом пандемии. Несмотря на популярность, живет звезда скромно. Никакой роскоши. Простой сельский домик, несколько лошадей и ослов. При этом гости к Бальтазару часто приезжают далеко не простые. Это президент Рафаэль Кореа и вице-президент Глаз. Ничего себе, вы посмотрите. С президентами, с вице-президентами. Это президент мне помог с работой в музее. Класс. Представляете, президент встретился с нашим Бальтазаром Ушкой. А можно вас ласково называть Бальтазарушка? Конечно, мы все семья Ушка. И я вас буду называть Кармитушка, Бальтазарушка и Хуанушка. Окей? Друзья, ну вот мы получаем подтверждение, что действительно человек-суперзвезда, президент с ним встречался, президент организовал работу в музее. Да, папа Кореа, мой друг. Ничего себе, вот так вот. Никогда не подумаешь, что в таком скромном доме живет друг президента, который его называет так, немножко по-свойски. Вы крутой. Пора собираться на работу. Хотя на главную гору Эквадора Бальтазар поднимается уже не так часто, для своих лет он находится ну просто в отличной физической форме. Похоже, что свои навыки дедуля не растерял. Перед выходом нужно проверить, сколько у нас осталось льда. Друзья, пойдем посмотрим в сарайчике, как выглядит тот самый лед. Такие кубы, завернутые в сено, в траву. Вот веревки тоже сделаны из травы. Это очень крепкая веревка. Проверь. Держит, да. А сколько лед может храниться в такой упаковке, в таком термосе? 15 дней. 15 дней, представляете? Ох, вот он, друзья. Лед с Чимбораса. Местная драгоценность. Сколько весит такой кусок? 50 фунтов. Где-то 25 кило приблизительно. Тяжеленький. И как вы такую тяжесть таскаете в таком возрасте? Ослы помогают. Это самый чистый и натуральный лед. Смотри, сейчас докажу. Скажите, а это древний ледник или это современный лед, который намерз уже в наши дни? Этому льду много тысяч лет. Никто точно не знает, сколько именно. Вот так, друзья, в этом особенность и ценность льда с вершин гор, потому что это древние ледники. Главное достоинство таких ледников в том, что вода здесь замерзла тысячи лет назад, когда на Земле еще не было фабрик, заводов, химикатов, выхлопных газов и других вещей, загрязняющих природу. По сути, там законсервирована древняя, экологически чистая вода. И этот лед, он богат минералами, богат очень полезными веществами. И вода, конечно, особенная. Такую воду не купишь. Это не минералка. Солнце уже высоко, и Бальтазар говорит, что нужно скорее выходить. Съемка немного задержала семью, поэтому мы решили помочь им наверстать время и подвести как можно ближе к вулкану. Ослы, правда, в машину не поместились, поэтому Хуан решил пригнать их самостоятельно. А мы тем временем подготовим траву, из которой делают тот самый природный термос для льда. Вот так, накручивай и завязывай.
Бальтазар, по-моему, у меня не очень веревка. Да, такая не пойдет. Вот видите, кажется, так просто. У него так уверенно получается, а у меня а у меня ничего не получилось. Карметушка, когда вы впервые отправились за льдом вместе с папой? Мне было 12. А вообще, насколько это массовая индустрия была в те годы? Тогда много людей ходило за льдом каждый день. За раз пускали по 15 ослов со льдом. Лед всем нужен был, чтобы баранину замораживать, курицу, кролика, апельсины, мандарины. В наших селах до появления холодильников продукты всегда хранили в прохладных подземных погребах, которыми пользуются и сегодня. А зимой, например, мясо вообще можно подвешивать на улице, где мороз не дает ему портиться. Но Эквадор находится на экваторе. Здесь круглый год лето. Даже в горных регионах днем жарко. И к тому же почва каменистая. В ней очень трудно выкопать погреб. Поэтому здесь нашли другое решение – охлаждать продукты льдом, которого в высокогорье Анд очень много. А кто в основном заказывал лед? Простые люди. Мы тогда каждую среду и субботу проходили по домам в нашем селе и в каждом оставляли по куску льда. Получается, технический прогресс и появление холодильников стали убивать вашу работу? Да, сейчас у всех холодильники и морозильники. Еще и фабрики эти, которые берут обычную воду из-под крана, замораживают и продают лед. С каждым днем мы все чаще сталкиваемся с тем, что профессии исчезают. В супермаркетах уже можно купить товар без помощи кассира. В службах поддержки мы нередко общаемся с роботами, а не людьми. Даже за превышение скорости водителей теперь чаще ловят автоматические камеры, чем живые полицейские. Профессии, которые еще вчера были востребованы, превращаются в историю, а люди остаются без своей работы. Когда появились холодильники и люди перестали покупать лед, многие ледоробы стали искать себе новую работу. Кто-то занялся сельским хозяйством, кто-то уехал в город. Но только не мой отец. Он не смог отказаться от своего дела и бросить Чимбораса. Поразительно, несмотря на то, что его работа оказалась больше никому не нужна, Бальтазар ее не бросил. Да, его называют примером целеустремленности и силы духа. Но что на самом деле движет человеком, делу жизни которого больше не осталось места в современном мире? Смотрите в следующей программе. Друзья, мы практически зашли в облако. Вот уже ледники. Самый сложный поход к рабочему месту в истории мира наизнанку. Очень холодно. Фух, голова кругом. Нет сил. 4800 метров. Практически высота Монблана. Мы откроем мистические тайны эквадорских гор. Представляете, Чимбораса – это вулкан, который может оплодотворить женщину. Своими руками добудем тысячелетний лед. Меняем камеру на топор. И выясним, что в нем скрыто. Образцы кладем в стерильные емкости и ставим их в этот аппарат. Чтобы снова сделать работу Бальтазара нужной в современном мире. У меня уже возникла идея, что можно делать с этим льдом, чтобы зарабатывать больше. За такие деньги мы лед еще не продавали.